Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу, как буду делать вот такую красоту. Долго тянуть не буду, приступаем. В прошлом видео я показывала, как сделать вот такое дерево, очень многим оно понравилось, и многие попросили меня в комментариях сделать березку. Я подготовила такую же ткань, это шерсть и вот такие пяльца, ну так, чтобы они мне подходили по размеру. Далее для ориентира я использую самый обычный спонжик, просто обвожу ручкой, это как ориентир, то есть изделие круглым не будет. Вот получилось практически 6 сантиметров, делаю разметку центра и вот так немного просто набрасываю как бы контур дерева. Сделала заготовку и подготовила вот такие нитки. Смотрите, справа они более белые, а на катушке вот такие бежевые. Но я использую ярко-белые. Думаю, здесь они будут выглядеть получше. Вот такими иголочками японскими для бисера я буду вышивать. Итак, беру одну ниточку и продеваю два кончика в иголочку вот таким образом. Смотрите, у меня на конце получилась вот такая петелька. Теперь с лица я вкалываю иголочку, с изнанки рядышком вывожу иголочку. Здесь лучше оставить побольше петелечку. Видите, да, она у меня немножко, я ее поддеваю, вот. И через эту петельку провожу иголочку. Смотрите, вот такая закрепка, сзади никаких узелков нет, все идеально хорошо. И этот способ мне очень нравится. Далее я делаю первый стежок. И здесь обязательно подтягивайте обе ниточки, чтобы они были ровные. Вот так. Все стежки я буду располагать вертикально. И в какую сторону, вверх, вниз, абсолютно не важно. Вы видите, что я начала практически с центра ствола. И вот сейчас поднимаюсь вверх. Но также буду идти вниз. Дальше все вам покажу. Конечный результат должен быть таким, чтобы стежки были максимально плотно друг к другу. Не нужно делать там 3-4 слоя друг на друга, наслаивать их не нужно. Но плотность здесь, конечно, лучше сделать. Мне кажется, так более красиво. Хотя, опять же, вот я уже перехожу к нижней части. Вот так. Сейчас поправляю. Видите, да, что ниточка неровная. Я ее вот так расправляю и затягиваю. То есть я вам хочу показать, что в принципе не важно, снизу вы начали или сверху, или с центра. Здесь такой момент, что вот делайте так, как вот вам больше нравится, или как вам хочется именно в этот момент. Смотрите, показываю изнанку. И далее продолжаю. Сами стежки старайтесь не перетягивать, то есть не делайте их слишком слабыми, но и не затягивайте. Сейчас, смотрите, я вот вообще сейчас покажу, как можно. То есть вообще нет никаких ограничений. Вот я сделала один стежок. Рядом, вообще, не то, что рядом, вот второй, можно даже так, третий. И постепенно, делая такие стежки, вы все равно заполните все пространство. Вы, когда будете делать такую работу, обязательно найдете тот самый идеальный способ именно для вас. И вот я уже перешла к верху, заканчиваю работу над стволом и буду переходить к веточкам. Опять же, их можно сделать тоже абсолютно по-разному. Смотрите, я делаю просто стежок рядышком, следующий вот так, как назад иголочка, да, шаг. Далее рядом вкалываю и делаю веточку, более выразительной, то есть несколько стежков, которые располагаются рядом друг с другом. Ветки можно сделать, как я делаю обычно, да, я основные делаю так, чтобы они были более яркими, можно сказать, более толстыми, а остальные веточки делаю просто вот в одну ниточку, точнее в две ниточки, да, просто в один прокол. И они такие более тонкие. Вот сейчас я показываю, как можно еще сделать. То есть я сделала два стежка не рядом друг с другом. И сейчас я их вот так соединяю еще одним стежком. Так тоже можно. Почему нет? Смотрите.
Далее, чтобы было более выразительно, вот так плотненько, еще рядышком несколько стежков. Работа несложная, делается быстро, буквально за один вечер у вас будет готовый результат. Также хочу сказать, что применение такой заготовки очень широкое, то есть не ограничивайте себя ни в чем. Это может быть и брелок, и брошка, и нашивка, ремонт одежды, наклейка, все что угодно. Куда буду применять эту заготовку я, обязательно покажу в новых видео. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Когда веточки закончены, беру черную ниточку. Также продеваю 2 кончика и оставляю петельку. Но, кстати, если вы привыкли и вам больше нравится делать узелочки, то вполне так тоже можно. Делаю закрепку. Вы видите, что я это делаю по центру. И далее вот так увожу в бок. На этом этапе мне показалось, что как-то маловато. И я решила сделать еще один стежок вот прям рядышком. Но дальше я поняла, что это перебор. И сейчас вам покажу. Вот. Получился, ну, он такой, он вроде бы и неплохо смотрится, но я решила дальше делать просто одними стежками. В 2 прокола тоже неплохо, но, может быть, если бы она у меня была больше, то я бы делала 2. И вот сейчас вы увидите, как первое пятнышко отличается на фоне тех, которых я уже делала в 1 прокол. Вот так продолжаю, все хаотично. И не спеша заполняю. А веточки заполнять я не стала, только ствол. Закончила, и сейчас я беру все оттенки зеленого цвета, которые я нашла у себя. Нитки разные, есть и китайские, и вот такое мулине, не знаю, сколько ему лет. Написано прочная окраска. Вот так, видите, да, мулине. И сейчас я беру, одеваю точно так же одну ниточку, также продеваю и делаю закрепку. Как я уже говорила, может быть самый обычный узелок, который вы заведете с изнанки на лицо. А главное далее. Натягиваем ниточку, иголочка под ниточкой, делаем несколько витков. 1, 2, 3. Можно сделать 4, 5, все зависит от того, какой величины вы хотите сам узелок. Вы хотите больше, значит больше витков, хотите меньше, значит меньше. И вот так протягиваем. Вот такой узелок у меня получился. Далее вкалываю рядышком. Можно подальше, поближе, как уж вам удобно. Я люблю хаотично, чтобы я видела общую картину. Следующий покажу немного другой. Смотрите, как обычно я делаю вот так. Но если вам этот способ неудобен, можно сделать в обратную сторону. То есть не вниз, а вот наоборот. Вот так. 1, 2, 3. Результат будет тот же. То есть опять же подстраивайтесь под себя и как удобно вам. Смотрите, 1. И такой же прекрасный узелок. Далее продолжаю делать такие узелки. Далее я все ускоряю, чтобы не делать слишком длинные видео. Сейчас я взяла вот такую нить. Она болотного цвета. И мне показалось, что она здесь нужна. Но в готовой работе, скажу честно, ее вообще не видно. На фоне других цветов она просто потерялась. Сейчас здесь 3 цвета. Вот такой еще светлый добавила. И на этом этапе буду добавлять бисер. У меня 4 оттенка зеленого. И также добавлю вот такой серебристый. Это для воздушности. Мне кажется, будет хорошо. Использую вот такую мононить. И использую все ту же бисерную иголочку. Бисера нашиваю немного, буквально 6-8 бисеринок каждого цвета. И то может быть одной, например, 8, а другой 4. Да? Ну, то есть хаотично смотрю, чтобы было не перебор.
Если у вас нет бисера, можно его вообще не использовать. Но если используете, можно, кстати, даже китайский, потому что вы пришиваете по одной бисеринке, и то, что он неровный, это совсем не видно. Вот так получилось. Смотрите, не так много. И сейчас я беру снова ниточки, снова разные, и начинаю делать, точнее продолжаю делать узелки. Я не буду показывать все этапы, ну, потому что это очень долго. Но промежуточное, конечно, покажу. Вот, смотрите, вот так выглядит. Уже такой яркий становится. Но тут я поняла, что мне не хватает, видно, да, что, ну, он какой-то кругленький. Мне нужно немножко добавить, опуститься к стволу. И я продолжаю. Сейчас результат уже лучше, но я продолжаю и добавляю узелки до тех пор, пока я не буду довольна результатом. Вот так. Напишите в комментариях, как вам. Вот вы бы оставили меньше или все-таки более плотно. В прошлом видео я делала другое дерево осеннее, да, я его уже показывала. Вот в нем можно было сделать меньше. Оно осеннее такое, вот хочется проредить его. А в этой березке, мне кажется, нет. Мне кажется, вот так лучше. Сейчас я снимаю заготовку с пялец и отправляюсь к утюгу. Также срезала все лишнее. Пар я использую. С лицевой стороны я проутюживаю только по краям, а с изнаночной полностью всю заготовку. Изнанка выглядит вот так. Мастер-класс, который вы только что посмотрели, был записан мной и опубликован на моем втором канале 30 сентября 2021 года. Так как на сегодняшний день эти видео на том канале уже недоступны, то по возможности я их перемонтирую и адаптирую под этот канал. Все они будут доступны здесь. Когда этот мастер-класс вышел впервые, было много комментариев о том, что вышивка не похожа на настоящее дерево березу. Но на самом деле они бывают очень разные и выглядят они по-разному. И, конечно же, если вы видели только один вид березы, то вам кажется, что вышивка не похожа на настоящее дерево. На самом деле вы просто не видели, какое большое количество и разновидность берез бывает. И на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.